Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Спасибо большое, что следите за новыми выпусками. Денис Неведомский, адвокат и политик на связи прямо сейчас. Денис, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Добрый день, друзья. Денис, Трамп ответил, как-то новое вводное, Нью-Йорк Таймс пишет у него, что это не мое дело в отношении переговоров по Украине. Вообще, последние заявления его после разговора с Путиным достаточно такие, очень и очень примечательные. Что-то меняется. Вы можете охарактеризовать, что именно? Стратегия Трампа, она не меняется. Трамп не заинтересован в продолжении войны. Причем те конфликты, которые были начаты при предыдущей администрации, при демократах, не вписываются в международную стратегию Трампа. То есть Трамп капиталист и руководствуется исключительно здравым смыслом для получения максимальной прибыли Соединенным Штатам, для получения максимальной выгоды со всех сторон конфликтов. И именно поэтому он говорит о том, или я являюсь модератором, я не принимаю ни одну из сторон конфликта, не пытаюсь, чтобы любая из сторон получила какое-то преимущество. Я выступаю за то, что, ребята, давайте сейчас все сядем и начнем все вместе зарабатывать. Кто в какой степени больше на это способен. Не обязательно, что это будут заработки и преимущества у какой-либо из сторон. Просто кто на что способен, кто на что гораст. Если у России больше потенциал для заключения экономических сделок, то, соответственно, и зарабатывать она будет больше, и она будет в приоритете у Трампа. Если у Украины потенциал утрачен, и она не сможет выйти на те объемы, на которые выйдет Российская Федерация, то, соответственно, зарабатывание будет меньше, и преимуществ получит меньше. Но, как говорится, это реалии на земле. Не на фронте, а на экономическом поле боя. Соответственно, Трамп продвигает эту повестку и не меняет на сегодняшний момент, как мне кажется, свою стратегию. Может быть, тактические какие-то отступления. Все-таки дипломатия – это поиск компромисса и достижение возможного в сложившейся ситуации. Но в целом стратегия его остается прежней. Он хочет завершить конфликты. Он предлагает сторонам от взаимных убийств перейти к зарабатыванию денег вместе с Соединенными Штатами. Это, конечно, хорошая стратегия, но нет ресурсов ее обеспечить. Кажется, инструменты исчерпаны. В принципе, разговор с Путиным толкает к следующим шагам по мирному урегулированию. Но что мы видим на повестке дня? Подготовку некоего меморандума, в который должны войти пункты из будущих мирных соглашений. Наверное, прекращение огня, наверное, еще какие-то обязательства сторон. Но Трамп, если выйдет до формирования или во время формирования, до подписания вот этого меморандума, это же означает, что он проиграл Украину? Абсолютно нет. Трамп предлагает сторонам альтернативу. Альтернативу взаимным убийствам, дальнейшему разрушительному конфликту, предлагает возможность зарабатывать. Он капиталист. Безусловно, он бизнесмен, и поэтому всем участникам всех конфликтов, которые были начаты или при содействии, или при попустительстве предыдущей американской администрации, он предлагает уйти от антипатии, от эмпатий, от лозунгов, перейти к зарабатыванию денег, к восстановлению собственных стран и, скажем так, фиксации того ущерба, который уже причинен. Потому что главная проблема сейчас украинцев и украинской власти – это то, что они находятся в режиме мота, который не может остановиться, который промотал уже свое состояние, промотал состояние своих родителей и уже вышел, скажем так, директор казино и говорит: ребята, остановитесь, все, хорош. А нет, остановиться уже не может, глаза горят. Уже готов поставить на кон собственных детей, собственную жену и свою собственную жизнь. И вот это состояние, в котором сейчас находится Украина, очень четко как раз отображает, что вместо того, чтобы перейти уже к режиму выживания банального, продолжается ставка. Вот еще на 6 черная, еще на 5 красная. То есть вот сейчас точно сделаю ставку и разом все отыграюсь и буду выигрыш. Со стороны людей, которые смотрят на это все, это, конечно, выглядит ужасающе, потому что все ставки проигрывают, и нет
ресурса, нет резерва, нет стратегии для того, чтобы вернуть, скажем, статус-кво. Невозможно вернуть этот статус-кво уже. Нет ресурсов, нет возможностей и даже нет плана, как это сделать. То есть, есть одно безумие. Вот еще чуть-чуть, дайте нам еще несколько десятков миллиардов, и тогда вот что-то изменится, что-то неизвестно, но вдруг нам повезет. Так ведет себя проигравшийся человек, который уже находится в наркотической зависимости от игры. Денис, Конечно, есть и выгодополучатели с этого процесса. Это, безусловно, главы сейчас Европейского Союза, те страны, которые поддерживают войну. Это, по большому счету, те глобалисты, которые еще остались при власти. Безусловно, они будут сопротивляться. Безусловно, та же ситуация, которая произошла в Румынии, они будут, скажем так, проводить контратаки. Не для этого они 15 лет фактически находились беспрерывно у власти и выстраивали свой глобалистический мир. И поэтому у них будут еще, скажем так, контратаки, у них будут еще какие-то победы локальные. Но, повторюсь, время правой идеи, консервативной идеи пришло, и ее ничто не остановит. Несмотря на все потуги, несмотря на все попытки. Писториус вышел, министр обороны Германии, и в разговоре с корреспондентом говорит, предал ли Трамп Европу, а средства массовой информации глобалистские, да, они вот продолжают атаковать Трампа. Все выписывается в тональности, что, в общем, Трамп сдает позиции. Вот смотрите, Евросоюз 17-й пакет санкций, а Трамп очень жестко отвечает, говорит, по поводу просьб Зеленского ввести новые санкции, ограничения против России. Говорит, решение буду принимать я, это мои санкции, то есть не надо мне указывать, просить. Мы вообще многое можем рассматривать, и тут посмотрим. То есть он фактически отшивает вот эти все претензии европейцев и украинской стороны на то, чтобы поддержать американскими санкции Евросоюза. Так вот, Писториус спрашивают у него, предал ли Трамп Европу. Он говорит, нет, я бы так не сказал. Он скорее предал самого себя. Он неправильно оценил ситуацию на переговорах с Путиным, либо переоценил свою силу как американского президента. И говорит, что, на его взгляд, первая ошибка была допущена уже в самом начале, когда он, по сути, исключил из переговоров вопрос членства Украины в НАТО и признал территориальные претензии России. Так делать, мол, нельзя. И это неудачная стартовая позиция. Но разве это не означает, что он все-таки предал Европу, настаивает журналист, потому что ему нужно для материала, да, вот от Писториуса получить вот этот вот такой посыл? Да, говорит, но не в прямом смысле. То есть косвенно предал Европу. Вообще вот это, вот этот пинг-понг, да, и санкционное давление сейчас, вокруг которого разыгрывается карта, мол, смотрите, россияне не согласились на перемирие, поэтому санкции, еще более новые санкции, там 200 этих танкеров, цена на нефть. Сибига выходит, говорит, по $30 за баррель должна стоить российская нефть. Но тут же параллельно идет игра с Ираном, и после неугомонного Израиля, которого прессуют и давление из-за газа, из-за объявления о том, что Израиль будет бомбить Иран, эта нефть на рынке, да, скаканула выше. На несколько долларов прям за очень короткий промежуток времени. Получается, что эти санкции, они прежде всего ударят по самой Европе, которая считает себя преданной, которую, как она считает, предал Трамп. Как вам кажется, вот все-таки мы сейчас крутимся вокруг того, что Трамп должен уже, получается, не Украину приструнить или поставить на рельсы своего какого-то видения разрешения конфликта, а целую Европу? А способен ли он на это? Прежде всего, давайте определимся с терминологией. Какую Европу предал Трамп? Трамп предал, даже это слово, наверное, неправильно будет употреблять, потому что он не присягал на верность. Предать может тот, кто присягнул на верность. Тот, кто заключил какое-то соглашение. Трамп не заключал ни с кем никаких соглашений. Та Европа, которая была выстроена при демократической партии, те правительства, которые пришли в ЕС к власти, они прямые антагонисты Трампа. И нужно открыто и прямо сказать, что современная Европа и Соединенные Штаты являются оппонентами на международной арене. Они продвигают разную международную повестку.
Здесь речь не идет не о предательстве, здесь идет о разных международных стратегиях. И, соответственно, Трамп об этом говорил неоднократно. Почему он игнорирует фон дер Ляйен? Потому что он считает, что эта организация создана в противовес консервативной повестке, что глобалистская повестка, она вредит миру, что задача ее разжигания конфликтов по всему миру и получения тотального доминирования над национальными государствами. Поэтому именно Трамп и общается с национальными лидерами. И поэтому для Трампа сейчас важно не оказаться с нынешней Европой по одну сторону, скажем, санкционных баррикад. Потому что он не может продолжать в ту же играть игру, в которую играл Байден. Потому что это приведет его к краху. Все его идеи, всей республиканской партии, консерватизму, который он сейчас олицетворяет в мире. Конечно, ему в этом плане не нужны такие союзники, как Европа. Он находит себе лидеров, которые выходят из-под глобалистского давления и доминирования. Соответственно, то, что пытается сейчас играть Европа, это, которая до сих пор находится под глобалистическим управлением, это максимально затянуть войну, максимально, скажем, Трампа дискредитировать. Им не нужен Трамп как союзник, это невозможно. То, что говорится о том, что мы союзники столько лет, нет. На сегодняшний момент нет, потому что совершенно разные подходы. Как в международной политике, так и внутренней политике и отношения геополитики. Поэтому, когда говорится о каком-то предательстве, это просто игра слов и на публику, и попытка дискредитации Трампа. Я думаю, что Трамп это прекрасно понимает, что это не союзники. И до тех пор, пока там не поменяются правительства и не придут люди, которые способны продвигать консервативную повестку, которая рано или поздно все равно станет глобальной. То есть она вытеснит либеральную, леволиберальную, глобалистическую стратегию. И править бал будут снова национальные государства. Тот, кто изучал политическую историю, понимает, что это происходит. Время от времени меняются направления. Поэтому слова Писториуса – это очередной пиар и очередная попытка глобалистов дискредитировать Трампа и его мирные инициативы. Денис, если переместить фокус на Украину, а вообще понятно, в какую игру играет Зеленский? Сегодня ровно 6 лет и 1 день, как он президент. Вот так вот, собственно, и прошел очередной, вот это первый год, да, как бы Зеленского, который сверх полномочий. Никто не поднимает эту тему. И американцы ее тоже не поднимают. В процессе переговоров условно, да, то есть мы слышим от Пескова о формате, то, о чем я говорил, то есть стороны напишут тексты меморандумов, потом будут его согласовывать. Но вот финальные подписи, об этом четко говорит Песков, что мы, в общем, подумаем еще, кто их будет ставить, потому что вопросы как бы не поднимаются о нелегитимности Зеленского, но противная сторона, да, другая сторона по переговорам, все-таки очень как бы скрупулезно относятся к тому, чьи подписи будут стоять. Но у Зеленского, скажем так, в этом он очень на тонком льду. Потому что если станет вопрос о подписании даже некоего меморандума, возникнут в случае, если туда попадут разные пункты, те, которые будут касаться вот этих первопричин, как называют со стороны России, войны, язык, отношение к памятникам, культуре, к церкви, помимо НАТО, которая не сходит с этой орбиты Зеленский, то тогда к этому возникнут много вопросов и скажут: подождите, а какая подпись меморандума, если это, например, подписывает или формирует, или соглашается на это группа, которая сформирована президентом, пересидевшим год? Опытные юристы знают четкое правило, что дьявол всегда скрывается в деталях. И важное всегда будет подписано тайно. То, что касается меморандума, юридический меморандум – это договор о намерениях. То есть, по большому счету, даже не важно, кто подпишет этот меморандум, потому что это не документ, который фиксирует самое главное. Права и обязанности сторон
и ответственность за нарушение. То, что присуще договору, который несет уже после себя юридические последствия. Единственное юридическое последствие, которое влечет за собой меморандум, то, что стороны вышли к заключению стоящего чего-то договора. А меморандум – это по большому счету ничего. Это договориться о том, что договорились. Что касается того, что стороны немножко на задний план отодвинули вопрос легитимности, но кто-то должен подписывать будет документ, который будет уже чего-то стоить. На сегодняшний момент стороны абсолютно рационально подходят к тому, что кроме Зеленского подписывать ему некому. По одной простой причине, что подписание этого документа будет означать политическую смерть. И лучшего кандидата другие участники процесса не видят. Понимает ли это Зеленский? Ну, скорее всего, понимает, но надеется, как обычно, где-то что-то пропетлять, каким-то образом еще продержаться чуть-чуть. День простоял, ночь продержался, глоток воздуха и так далее. Вот. И, если помните, в древнегреческих мифах, когда герою нужно было кого-то за себя отправить к Аиду, он проходил общение с каждым, и с солдатами общался, и солдаты, он им говорит: вы завтра можете в бою погибнуть, просто добровольно поменяйтесь со мной, и все. Они говорят: мы верим в победу. Подошел к нищему, тот говорит: да, я умираю, у меня проказы и все остальное, но я радуюсь солнцу каждое утро. И я не готов это утро променять. Вот так и Зеленский и готов хотя бы день простоять, ночь продержаться, еще каким-то образом в политической жизни хотя бы на день задержаться. Повторюсь, стратегии нет. Это тактика на один день. Но, кажется, противоречия неразрешимы. И то, что он настаивает на курсе в НАТО, апеллирует к Конституции, показывал уже несколько раз вместо Конституции какие-то распечатанные листы бумаги, вызывает определенное непонимание. Погодите, так а как решать эту проблему? Зеленский ее решать не хочет. И вот вы знаете, вот люди вчера, когда годовщина была инаугурации, они вспоминали как вот было в речи инаугурационной, а как вот через год на пресс-конференции он говорил. Это тоже я делал у себя в прямом эфире. И потом он тоже говорил на форуме, к молодежи обращался. То есть позиция какая? То есть молодежь, допустим, это все ляжет на ваши плечи. Как будут отстраиваться города и вообще территории Украины, о том, какой мы должны быть современной и безбарьерной страной, потому что он понимает, что много инвалидов, много людей, которые потеряли конечности, ампутантов. И вот это вот вы будете делать, это вот вы, но в то же время в полушутя говорит: вы, конечно, придете на смену, но я еще нормально, я еще готов, я еще здесь. То есть у него с самого первого дня, как оказалось, стратегия перекладывания ответственности. Даже фраза «каждый из нас президент» — это собственно, она и есть, это проявилось во всех политических шагах до военных, до большой войны, после вторжения. То есть он четко говорит: это вот ваше дело, это ваша забота, делайте, а я руковожу. Но тут же вопрос возникает, что рано или поздно придется сделать что-то самому, а Конституция и изменение ее на самом деле мало к чему обязывающее, потому что нас-то в НАТО особо и не берут. Это прям политический шаг, который может привести к политическим последствиям. Способен ли на это Зеленский, как вам кажется? Смотрите, в этом сезоне это уже не носят. Это уже разговоры про не просто позавчерашний день. Это разговоры о темном прошлом. За это нужно забыть, на это не нужно обращать внимание, потому что мы сейчас стоим на пороге переучреждения государства. Будут меняться форматы. В том виде, в котором государство есть, оно не может существовать, потому что все критические реперные точки и красные линии для жизнеспособности и безопасности государства и общества уже перейдены. И сейчас стоит вопрос уже о философии будущего, о стратегической идее создания нового государства, которое будет здесь. С этими гражданами, но уже не с этим обществом и уже не с этим государством. И, соответственно, не с этой национальной идеей.
Я предлагал об этом задуматься еще в 2022 году, но на тот момент как бы это все восприняли как городской сумасшедший. Хотя именно тогда нужно было уже задумываться о стратегии будущего государства. Некоторые мои как бы знакомые, которые с головой дружат, они говорят, что у нас еще вот остался путь Грузии. То есть мы можем пройти через внутреннее принятие, через, скажем так, пройти через ресентимент, отвергнуть его и выстраивать то государство, которое у нас осталось, и все силы, которые раньше направлялись на ненависть, направить на созидание, на воссоздание общественных институтов, социальных институтов, на построение безопасности государства, разграничение функций, заключение справедливого социального договора. Но, по моему мнению, этот шанс мы упустили в 2019 году. Мы уже не можем пойти по пути Грузии. То есть у нас нет возможности выстраивания локального проекта и заключения с другими интересантами справедливого соглашения. То есть у нас путь уже совершенно другой. Мы, скажем так, потратили, мягко говоря, свой шанс финляндизации, мы потратили свой шанс грузинизации. Теперь у нас остается совершенно другой путь. У нас уже даже нет возможности пойти по корейскому сценарию. И договоренности Трампа уже об этом свидетельствуют. То есть тут глобальная игра. То есть мы на прошлом интервью с вами затронули эту тему по поводу ресурсов, по поводу этой сделки по редкоземельным материалам, минералам, к чему она ведет. И какой смысл американцам копаться в украинской земле за десятки тысяч километров от себя и в подбрюшье России. То есть мы уже этот вопрос проходили. То есть все дальше. Развивается эта тема и касается портов, касается аммиачной трубы, касается дизельной трубы, газовой трубы. То есть все эти вопросы будут точно так же, они уже, я думаю, решены на уровне даже технических вопросов между РФ и Соединенными Штатами. То есть вполне возможно, что какие-то города, которые перейдут под контроль России, а зарабатывать там будут американцы. То есть это все глобальное соглашение. То есть это укладывается в стратегию Трампа по всему миру. Поэтому говорить сейчас о каких-то категориях, там, способен ли Владимир Александрович привести страну в НАТО, удержать страну, передать ее будущим поколениям, не просто не актуально. Будущие поколения пройдут через жесткую, скажем, адаптацию к новым условиям. Они будут вынуждены выдвигать из своей среды элиту, которая сможет построить стратегию будущего или принять ту стратегию, которую смогут разработать те интеллектуалы, которые в Украине осталось. А задача молодежи привести этих интеллектуалов к власти, дать им возможность формировать национальную стратегию, формировать новый социальный договор. И тогда мы будем говорить уже о создании нового государства. И вот эти все моменты, которые мы сейчас озвучим, тогда они станут актуальны там. А те, что касаются войны, те, что касаются вхождения в международные военные блоки, эта тема не будет подниматься. Она просто станет неактуальной. Наша задача сейчас сосредоточиться на формировании видения будущего, а не пытаться жить старыми какими-то штампами и нарративами. Денис, зреет ли в вооруженных силах Украины бунт, недовольство и, давайте уже так говорить, публичное сопротивление, которое мы все наблюдаем в последнее время? Примечательно и важно, что сначала там один командир меняется, потому что он там увел своих там дроноводов из-под Покровска. Потом продолжается история с Магурой, да, то есть это 47-я бригада, и Ширшин, это комбат, который сказал, что идиотские приказы в Курской области, тупорылая Месилова, он продолжает писать посты и, в общем-то, критиковать командование. И фраза его, что вот это вот сегодняшний пост, что последние несколько месяцев у меня складывается впечатление, что нас просто пытаются стереть. Жизнями людей распоряжаются как лишними деньгами на гулянке. Соотношение потери результата указывает на низкий уровень эффективности. Этот пост, понятно, он публичный.
это вот просто даже вот если представить, а что ж там в середине бурлит на солдатском языке, да, как обсуждаются между собой те или иные, скажем так, моменты или там приказы или события на передовой. Если даже вот так жестко в публичной сфере написавший рапорт, но пока не уволенный, Александр Ширшин, комбат 47-й, позывной «Гений», раз он так пишет. Это пытаются всячески гасить по понятным причинам, потому что мы стоим на пороге, ну, фактически такого достаточно серьезного кризиса вооруженных сил Украины. И это на фоне затягивания времени Зеленским. Потому что если взять вот эти два ползуночка по времени, да, то есть, ну, вот эти меморандумные вещи, вот это все там, а давайте созвонимся, встретимся, Швейцария, Турция, Ватикан, ну, то, что говорит Зеленский, а давайте вот я с Макроном созвонился, ой, спасибо, Франция, норвежцы дали 8 миллиардов, то есть это все как бы на затягивание работа, параллельным курсом уже транслируют народу, что снижение мобилизационного возраста, это я цитирую одного из там, рупоров, да, из солдат, говорит, это уже вопрос решенный, ну, риторический, то есть мы все равно к этому придем, гребут на улицах как не в себя, а в самой армии мы видим, ну, вот это зреет. То есть человек насильственно попавший в армию, раньше как нам рассказывали, его взяли, и он там вынужден выживать, и он, в общем, становится воином и говорит потом, меня не насильственно, я сам пришел. И вот эту дичь лепят людям, и они такие, ну вот смотрите, тянут его в бусик, а через там условно 2 месяца или месяц он станет уже настоящим бойцом, Рэмбо, вот этим так, черепашкой-ниндзя, который вот это вот все, и сам он доброволец. Но он попадает, получается, в среду вот такую, которая олицетворяет вот этот комбат, который написал и складывает полномочия, с тупыми приказами, с неэффективностью и со смертями. И с позицией нас стачивают. Но если мы глобально посмотрим на вопрос, понятно, что тут не в военном деле даже дело, то это ведь тоже получается стратегия стачивания. Она же тоже в оконцовке зачем-то нужна. Давайте попробуем поразмышлять, зачем. Войны, как непосредственно связанные с убийствами, так и экономические войны, выигрывают те стороны, которые свободны к диверсификации, которые способны к сублимации. И мы видим, что российская армия на 2022 год также была не готова к выполнению тех задач, которые были перед ней поставлены. Точно так же украинская армия, к сожалению, для Украины не стала сублимировать. То есть были подготовленные подразделения, были добровольцы, которые, как выразился Ширшин, стерлись. И то общество, которое было в тылу и не подготовлено к войне, сейчас его насильственно мобилизуют и кидают на войну. Россия пошла другим путем, и это приносит на поле боя свои результаты. Для Украины, которая не сублимировала, которая осталась в 2019, 2020, даже хуже, в 2022 году, в ее начале, армия была единственным оплотом, которому верило практически все общество. И когда уже в армии стали происходить такие процессы, такие демарши, то это свидетельствует о том, что кризис настолько стал широкомасштабным, полномасштабным в украинском государстве, что даже последний оплот доверия, и тот начал рушиться. То есть это Тришкин кафтан. Власть пытается при помощи подконтрольных СМИ, при всяких Казариных и тому подобных, каким-то образом позатыкать людям рот, каким-то образом повестку изменить, а это уже не получается. Уже настолько сыпется во всех местах, что просто латок на все дыры не хватает. И когда выходят реальные боевые командиры и говорят об этих вещах, это свидетельствует о том, что кризис настолько системный, что он вышел из-под контроля. Поэтому я повторюсь, что кризис нарастал и в обществе, и особенно в системе управления. И когда это коснулось уже армии, то это последняя стадия, после которой уже
ну, кризис нельзя остановить. То есть нас ожидает в любом случае переучреждение, потому что выровнять ситуацию, вернуть какой-то статус-кво невозможно. Это все институты, все становые и фундаментальные балки, которые держали это государство, они уже подгнили, они уже практически рухнули. То есть мы находимся уже в режиме ремиссии. Поэтому то, что говорит командир, это будет только увеличиваться. Это будет становиться массовым процессом. И вот это самое страшное. Даже не то, что наступление российской армии, а именно то, что внутренний фундамент подточен и начинает сыпаться. То есть подушка безопасности, которая была в украинском обществе, подогретая миллиардами, подогретая иностранной помощью, она уже истощилась тоже. Нету, и тем более, как я уже сказал, важно то, что международная повестка сменилась. Сменились тренды, сменились политические ветры. И общество тоже это наблюдает, что то, что раньше было незыблемо, Америка с нами, Европа с нами, мы победим на поле боя, риторика это изменилась, и, скажем так, светлого будущего в этом направлении уже нет. Люди, безусловно, это чувствуют. И даже если пока что молчат, то это только вопрос времени. Параллельным курсом это все же сопровождается жуткими трагедиями, которые военные трагедии. То есть вроде как все так, ну, россияне сообщили, наши помолчали, там отдельные депутаты Безугла и Гончаренко это все показали. В Сумской области, оказывается, там за 50 километров от границы у нас полигон, и там вот солдаты шли строем, и в них прилетел «Искандер». То есть все как положено. То есть вот то построение, то еще какая-то история. То есть это все срисовано внешним, ну, скажем, наблюдением, да, то есть это дроны летят уже далеко, и они там разведчики, и не разведчики, и на передовой они уже залетают в Днепропетровскую область, как к себе домой. Об этом тоже солдаты рассказывают. То есть мы видим еще и такое очень серьезное отягощение ситуации на передовой, вот прям из-за глупости, и в очередной раз об этом говорят и констатируют. Ну вот тут солдаты, а по ним летит «Искандер». То есть это провал. Это провал как раз-таки вот этих самых командиров, которые строят солдат и в относительной, ну, такой недалекой по расстоянию там, удаленности вот это вот проводят. Это уже признали, опубличили, и выходит Национальная гвардия и говорит, что так и что там 6 погибших, да, там несколько раненых. Хотя там по факту объективного контроля и, понятное дело, там со стороны россиян имеем информацию в 10 раз больше. Есть вообще вероятность вот эту ложь и... Ну ведь мы же понимаем, откуда это берется. Это хочется, скажем так, не приносить дурные вести начальнику. Хочется рапортовать о том, что да, если что-то плохо или какой-то провал, то не сильно плохо. Ведь эта же система, она же рано или поздно погубит. Это вообще можно преодолеть в существующих реалиях? Нет, конечно. Вопрос не в командирах, которые допускают, я бы сказал, это преступные ошибки. Вопрос в системе, в которой эти командиры являются органичными. Те командиры, которые докладывают начальству только хорошие новости, а о плохих умалчивают, которые не докладывают реальную оперативную обстановку. И системе эти командиры подходят. Потому что система живет на пропаганде, живет на фейковых новостях, на параллельной реальности. Если за более чем 3 года войны система не изменилась, не приучилась диверсифицироваться к новым реалиям, не научилась учиться на собственных ошибках, то это говорит о системном кризисе, который приводит к поражению. И те ситуации, которые происходят, это же не новости. Мы это наблюдали и в 2022 году, и в 2023, и в 2024, и сейчас в 2025 наблюдаем. То есть это говорит о том, что это системное явление, и человеческая жизнь, жизнь солдата, она ничего не стоит. Почему проблемы с мобилизацией? Потому что человек, который берет в руки оружие, не может быть уверен, что его жизнью будут распоряжаться рационально. Понятно, что жизнь солдата – это, скажем, расходный материал, но в каких условиях он будет расходован?
То есть, если это будет подход рациональный максимально, человек будет защищен, человек не будет направлен мясниками на самоубийство, человек будет обучен, он понимает, что, находясь на войне, выполняя свой конституционный долг, он максимально защищен, что не отменяет травм, что не отменяет ранений, смерти, но в то же время он должен быть уверен, что государство, соответственно, отнесется к его родным, которые останутся. То есть он должен чувствовать, что, выполняя свой долг, государство тоже выполняет в отношении него свой долг. А так, как мы видим отношение и по посту Ширшина, и по последней ситуации на Сумском полигоне, что жизнь солдата не стоит ничего, никто за это не несет никакой ответственности, никто за это в тюрьму не сядет, а максимум перетасуют, поменяют местами, и на место одного мясника придет другой мясник, то люди, естественно, сопротивляются всеми силами. Еще одна такая, ставшая уже плохой, но традиция, тема, в том числе и наших с вами разговоров, это ситуация вокруг русского языка. Доходит до какого-то маразма, если честно. Значит, тоже, да, там, бодибилдеры выступали. Бодибилдер из Днепра вышел под трек на русском языке. Трек, не славящий там Россию или там армию российскую или какие-то. Он просто про бодибилдеров. Этот трек, рэп-трек. Все там ему даже подпевали. Это выступление, это шоу. Бодибилдеры, это шоу, он выходит, там показывает мышцы, жюри оценивает. Но нашлись в зале люди, которые это сняли, говорят, вот идет война, 4-й год, а тут мы под русские треки. И Федерация бодибилдинга говорит, ой, нет, мы приняли меры, исключить не будем, не будет. Больше такого, а результат вот этого спортсмена, который вышел и выступил, он аннулируется. То есть дисквалифицировали и на будущее всех предупредили, что никаких русских треков быть не может. Почему я вот эту историю вспоминаю? Потому что сегодня сообщила народный депутат Пипа, Наталья Пипа, она уже сообщала недавно о том, что, вражда по ее обращению блогера Анну Алхим, которая уже со всеми помирилась, уже извинилась, уже сказала, дала в штангу, села, купила пикап, там несколько мавиков, отвезла на Сумское направление, фронт, поддержала. Сама говорит, что да, там где-то дала в штангу, у меня большие проблемы из-за этого, не нравится вам, что я там свои посты под русские треки, да, там снимаю себя или там фотографирую, там не буду я этого делать. Сегодня Наталья Пипа говорит, по моему заявлению, нацполиция рассматривает теперь не просто там национальную рознь, да, статью, а статью о госизмене. То есть мы видим, что вроде бы как человек не отбивается от вот этих нападок абсолютно глупых, эти гиены его все равно дожирают, как образ, как фигуру. Мы, и вы тоже, мы с этим сталкивались с началом процесса еще достаточно давно, да, еще там при Порошенко, еще даже без Зеленского. Вот тогда были первые там зародыши, но Зеленский пошел по этому пути дальше, и вот мы сейчас как с войной, это все приобретает все более и более уродские формы. Как прокомментируете это состояние общества? Повторюсь, что общество и государство сейчас находятся в состоянии распада. Общаясь там довольно много и с представителями националистических кругов, они говорили, вот это еще и до Майдана, даже до первого Майдана. Они говорят, дайте вот там только возможность стать властью, и вы увидите, как расцветет Украина. И вот в 2004 дали, а потом совсем уже и в 2014 году дали возможность. И вот сейчас мы наблюдаем плоды вот этого их полного, тотального нахождения при власти. То есть неужели это тот цветущий сад, который они обещали, видели и хотели построить для украинцев, в том числе для своих детей и внуков? То есть мы видим сейчас тотальное уничтожение общества и государства. Ту повестку, которую продвигает власть, она губительна для любого общества.
И то, что они сейчас вот построили, это полностью результат. И дальше они двигаются в том же направлении. То есть никогда не останавливайся, позорься до конца. И результаты, которые мы видим, ну, вообще это же одна из проявлений шизофрении, когда, делая одни и те же действия, надеешься на принципиально противоположный результат. И, соответственно, если вы будете продолжать в таком же духе, то будет еще хуже. Будет еще хуже с экономикой, будет еще хуже с демографией, будет еще хуже в военном отношении. То есть, ну, ситуация будет ухудшаться. Если вы рубите сук, на котором сидите, то рано или поздно вы полетите вниз и расшибете себе голову. Вот они с таким упоением рубят этот сук и, скажем так, сталкивают с ветки тех, кто кричит, не надо этого делать, что рано или поздно такого результата они добьются. Комментировать каждый случай, Александр, смысла нету, потому что это система. Вот как Европейский суд по правам человека не рассматривает отдельно дела по нарушению разумных сроков государственных, они объединяют это все там в несколько дел, которые пришли там за какой-то период. И одним решением бабахнут. Хотя люди эти между собой не знакомы. Так и здесь, в этой ситуации, это настолько системная проблема, что нет смысла оценивать частность. Это разрушение общества, которое ведет к разрушению государства. И результат уже мы наблюдаем. Тут не надо идти далеко. На наш век точно не хватит. И мы вернемся к базовой потребности создания нового социального договора, в котором будут учтены интересы всех тех, кто захочет жить в одном государстве. Ну, возникает же вопрос, не знаю, видели вы или нет вот эту реформу макрорегионов, да? Когда, по сути, там 3 области объединяются в одну. Ну, это такое предложение, которое рассматривается на Кабмине. Ну, это такая административная реформа. Вот тут регион, там Слобожанщина называется, там еще что-то. Ну, в общем, такие как бы кодовые названия. Многие в сети заметили, что это прям как в «Слуге народа» в какой-то серии, когда там Голобородько приходит, его этот Боклан, которого играет, показывает, а вот смотрите, здесь то, здесь это. И примерно в принципе карты похожи, да, по 3 региона вместе. Это сейчас как бы вот воспроизводится, да, вот эта штука. Это аргументируется, понятное дело, экономикой, потому что там это там дорого. Вот на 3 области проще там содержать какие-то региональные какие-то органы власти, там еще что-то. Но с другой стороны, мы понимаем, что это же тоже путь не сшивания страны. И когда вы говорите о переучреждении государства, тут же возникает вопрос границ, да, кто и в каких захочет быть и играть по тем или иным правилам. Эта реформа макрорегионов, это, наверное, скажем так, подготовка к переучреждению. Власть, наверное, понимает, что оно неизбежно, или все-таки, наверное, не понимает? Поздно Маня пить боржоми, когда почки отказали. То есть это было актуально. Я бы там говорил об этой реформе еще в 2004, 2005, 2006 году, еще когда действующим судьей был, что мне как бы не запрещалось мечтать о прекрасном. То есть децентрализация была Украине необходима. То есть само понятие федерализации, оно было дискредитировано там на всех уровнях СМИ, называли это пророссийской пропагандой. Но я видел и, в принципе, в свое время тоже интервью Черновола, не тот, который Тарас, а тот, который Вячеслав. И он говорил о необходимости федерализации Украины. Ну, федерализация – это вопрос предоставления регионам еще и политических прав. Но в условиях Украины как бы более правильно было все-таки говорить о децентрализации. И в этом случае, когда государство было стабильно, когда экономика росла, когда не было таких кричущих противоречий, когда не было такой пропаганды, когда не было угрозы внешней войны, эта реформа имела смысл действительно для диверсификации и для наиболее лучшего развития региона. То есть государство как центральный орган должно было взять на себя 3 базовых функции. Во-первых, оно не должно быть тотальное государство, которое мы сейчас имеем, которое лезет во все сферы жизни, начиная от социальных, духовных, религиозных, половых, в том числе, уже не говоря об экономике и политике.
То есть государство должно сосредоточиться на создании таких условий, когда все законы являются законами для всех и выполняются всеми. Вторая базовая функция – это обеспечение налоговой политики, формирование экономической доктрины на уровне государства, на макроуровне. И третье – это обеспечение безопасности граждан, чтобы люди чувствовали себя безопасно. Все остальные вопросы общество должно решать само. Государство не должно своими грязными лапами лезть туда. И регионы, вот именно в таком контексте, не области, именно действительно регионы, имело смысл тогда их поделить. Они формируют собственную экономическую политику внутреннюю. Они формируют социальную политику, гуманитарную политику. И единственное, что им запрещено, это вопросы политики. Они не проводят самостоятельную политику, потому что это прерогатива государства. Ну, внешнюю политику, да. Внешнюю политику, безусловно. И в этом контексте это был бы разумный ход. Это, безусловно, диверсификация, это требование времени. Мы фактически шли бы по пути ФРГ. То есть не самого, скажем так, бедного и неуспешного государства. Но на тот момент все шли по принципу «победитель получает все». Кто из какого региона пришел к власти, тянет своих в столицу и направляет своих эмиссаров там, по разным регионам. Если пришло правительство из Донецка, в Донецке, во Львове направляется свой губернатор. Если приходит с Днепра, соответственно, там в Луцке тоже какой-то свой губернатор. То есть пришел Ющенко с Западной Украины, все, хотя он сам из Сум, все поехали в восточные регионы возглавлять и рассказывать, как правильно жить. И люди привозили с собой свою ментальность, свое воспитание, свою культуру. И поддержанные центральной властью, которая обеспечивала полный контроль, пытались перекроить гуманитарную и социальную политику в этих регионах. Конечно, это было разрушительно. И на тот момент, когда это было, это мог сделать Ющенко, это мог сделать поздний Кучма, то есть это мог сделать Янукович, но они этого не сделали. Поэтому то, что сейчас говорится, это уже настолько не актуально. Уже не макрорегионы, а микрорегионы скоро надо будет формировать для того, чтобы как-то это государство еще функционировало. Поэтому вопрос не стоит обсуждения, опоздали. Удивляются рейтингом в последнее время, Денис. У Зеленского 74%. Ну, как бы понятное дело, там где-то подмахнули или сохранили предыдущий опрос КМИСовцы. Ну, нормально, то есть 74%. Но как бы немного диву даешься из списка, да? На втором месте Притула, потом там пошли Разумков, Гончаренко, там Арестович туда попал, Порошенко, Тимошенко, Мураева почему-то нарисовали. Для объективности, для создания объективности. Нет, ну правда, Мураев, который появился в двух, значит, молчал, появился в двух видео на YouTube, да, форсили его там старые ролики, рисовали, что это 25-й год. Но вот реально вышел в люди, ну, на публику только в этом году, в начале этого года, и то там очень дозированно и точечно. А его внесли вот уже, да, убрали Залужного. Что это за манипуляции и зачем сейчас, если, ну вот как мы, да, говорили выше, вопросы легитимности отложили в сторону, да, по понятным целям, вы объяснили каким. Соответственно, нужно как бы продолжать, и вопрос выборов тоже, ведь он еще дальше засунули, поглубже, с течением мирных переговоров и, скажем так, разрешения конфликта. Но рейтинги вот такие публикуют. Ну, как есть пословица, есть правда, есть ложь, есть наглая ложь, а есть государственная социология. А как МИС однозначно ассоциируется с офисом президента. Еще один анекдот вам напомню, когда приходит дедушка к врачу и говорит: я хочу, чтобы я мог 3 раза в неделю. Он говорит: а сколько вам лет? Он говорит: 70. Но это, говорит, невозможно. Говорит: почему невозможно? У меня соседу 90, и он может каждый день. А откуда вы знаете? Но он сказал: хорошо, и вы говорите. То есть фактически вот это вот социологические опросы эти, это попытка, неуклюжая попытка формирования альтернативной реальности. То есть попытка воздействия на
ужаленный мозг современного украинца пропагандой, воздействовать и создать иллюзию о том, что вот такое единство, вот так все поддерживают президента. То есть человек, находясь внутри толпы, по их логике должен мыслить следующим образом. Ага, если сосед и впереди стоящий, слева стоящий поддерживает, то, наверное, ненормальный я, и мне надо тоже поддерживать. Хотя бы из страха. Или хотя бы из страха не казаться сумасшедшим белым вороной в военное время, потому что возникают определенные риски. Все эти рейтинги яйца выеденного не стоят, потому что стоит только почитать комментарии людей под теми же рупорами Офиса президента, УНИАН, там, ТСН и тому подобное. Что люди пишут по этому поводу, по поводу этих рейтингов. Взять, как я делаю в этих ситуациях, посмотреть, сколько лайков, сколько сердечек, сколько чего. И четко вырисовывается картина рейтинга. И там совсем другие цифры получаются. Это при том, что это под ресурсом, который, скажем, является пропрезидентским. Если так суммировать то, что вот мы говорим, знаете, приходит такое, ну, такое складывается впечатление, хочу, чтобы тоже вы высказались по этому поводу, что в текущей ситуации, внутриполитической, я беру только внутриполитическую ситуацию, чем хуже с войной, например, да, ну, там, на фронте, тем как бы лучше для дальнейшего ведения, ну, вот этой всей внешней политики для офиса президента. Что я имею в виду? Понятное дело, обстрелы, понятное дело, это все выставляется как карта, смотрите, наш противник недоговороспособен, он продолжает лупить и бить. Понятно, там жуткие трагедии, там удары по мирных жителей. Сейчас вот разгоняют еще очень интересную историю. То есть я помню, причем я даже могу сделать вот такую какую-то синусоиду периодичности. Помните, буквально недели 3-4 назад нам все говорили о том, что будет наступление на Сумы. Ну, мол, там группировка, и вот сейчас будут Сумы захватывать. Но потом как-то сказали, нет, успокойтесь, это фейк. Проходит несколько недель, мы видим 200 населенных пунктов так или иначе, ну, есть распоряжение эвакуировать. Ситуация очень сложная. Более того, Харьков и Сумы как бы возникли в обсуждении после Стамбула, мол, об этом говорила российская делегация, так пересказывают журналисты и западные в том числе. Сейчас вот сегодня, да, сообщение от там, Хартии военных, да, начальник штаба Хартии сообщает, что ВСУ фиксируют накопление личного состава возле госграницы на Харьковском направлении. Мол, на Харьков пойдут. И вот они вот это все там дают. До этого я помню, там, что переправляются через Днепр, будут идти на Херсон. То есть этот ажиотаж, он явно используется кем-то. Зачем? Ну, кем понятно, там, властью, да, пропагандой. Зачем-то понятно, да, чтобы выставить там, вторую сторону в переговорном процессе, как недоговороспособную ту, что не хочет мира. Ну, это, в принципе, Зеленский делает каждый вечер в посте или там в вечернем обращении. Ну, поскольку как бы вы харьковский, да, вот я вот все-таки хочу вот так поставить вопрос. Люди действительно напуганы и пишут в стримах, в комментариях там, а что будет с Харьковом? А будут обходить, окружать и, соответственно, забирать. А Сумы многострадальные сейчас, да, после вот этой курской авантюры, по которым полетело все, и, ну, там Путин приезжал, да, вот с волонтерами встречался, тоже говорил о ситуации, что боевые действия. То есть он, в принципе, характеризуя, не будем там пересказывать, характеризуя ситуацию, там, он больше делал упор на гуманитарную там, сферу, о том, что храмы разрушены, их пытались выбивать. Он как бы дает посыл и почву, что пойдут на территорию Украины на какой-то километраж, Сумы там рядом. Харькову и Сумам есть основания переживать. И это ведь, наверное, зависит от глобального вопроса. Сейчас эксперты поделились. Одни говорят, что да подождите, сейчас немножко там туда-сюда, в ближайшее время, месяц-два договорятся, будет мир. Другие говорят, ой, будет война, и там хоть бы до конца года, а там еще непонятно, сколько мы потеряем. Для понимания ситуации нужно
Правильно расставить приоритеты. А приоритеты следующие. Для участников конфликта Украины и России мирный план – это план Б. План А – это война. Из этого нужно исходить. И нет никаких сомнений, что Россия выстраивала свои планы на 2025, а может и 2026 год исключительно в военном ключе. План Б может произойти, если эти военные цели удастся достичь дипломатическим путем. То, чем занимается Трамп. Минимизации жертв конфликта, жертв войны, для того, чтобы стороны пришли к какому-то соглашению без кровопролития. Но Россия выстроила себе решение этой задачи, прежде всего рассчитывая на собственные силы, на достижение результата военным путем. Получится дипломатическим, значит, она будет достигать этих задач дипломатически. Может быть, с какими-то компромиссами. Но, в принципе, вы должны понять, что план А – это план войны, продолжения войны и дальнейшей оккупации. Поэтому, безусловно, жителям и Харьковской, и Сумской области нужно жить с этими реалиями, что шашлыков майских не будет, а будет продолжение войны. И поэтому строить свою жизнь и дальнейшее, скажем, свое будущее планировать с учетом тех реалий, о которых мы говорим. Ну так а войну можно выгодно использовать на внешнеполитическом контуре офису? До какого-то определенного момента. То есть, если ты выстроил внутри железную систему иерархии, там, где у тебя все работает как часы, когда у тебя управленческий аппарат профессионалов, если ты даже решил построить милитарное государство, и у тебя ты диверсифицировался во время войны, то, соответственно, ты можешь за счет войны жить и существовать. Но когда у тебя сыпется во всех местах, когда у тебя очевидный кризис управления, это главная причина, очевидный кризис стратегической идеи государства, когда у тебя внутри общества происходят такие конфликты, как мы наблюдаем каждый день, передавливанием, заставлением людей, запихиванием людей, то есть ты не сможешь долго управлять до определенного момента, пока это все не рухнет. Это может быть стратегией тогда, когда у тебя все просчитано, когда ты с математической точностью выстроил милитарное государство. У нас оно не выстроено. У нас бутафория милитарного государства. А, соответственно, любая бутафория, которая сталкивается с железобетонной конструкцией, она разрушается. Этих людей называют конспирологами. Давайте, чтобы точку в разговоре поставить. Но вот, знаете, как бы конспирология не была бы конспирологией, если бы потом это все не подтверждалось. Денис, так а может в этом и план? Ведь всерьез люди вот смотрят на происходящее и думают, так может и есть план, чтобы все рухнуло, обсыпалось, потому что, ну, образно, Украина, она погрязла в долгах. То есть никто об этом уже даже не говорит особо, да, вот только иногда депутаты, когда там бюджеты верстают, говорят, ой, ё-моё, 400 миллиардов не хватает до конца года на силы обороны, а ой, 500 не хватает. Ну и там вот это вот, да, заявлениями там немножко соревнуются в том плане, что а мы же предупреждали, а нужно там пересматривать там и так далее, и так далее. Так может в этом-то и смысл, да, чтобы условно обрушить все или полуобрушить, быстренько переучредив и отказаться от долгов? Смотрите, случайность – это столкновение закономерности. То есть, если говорить о плане, то план не один. Планов несколько. И в этом есть смысл столкновения цивилизаций, столкновения идей, столкновения мировоззрений. То есть, у Соединенных Штатов Байдена один план, у Соединенных Штатов Трампа другой план, у Европы глобалистический один план, у Европы консервативно-национальный третий план, у Российской Федерации свое видение, свой план, у единственной Украины плана нет. Это не может быть планом выживания в следующий день. То есть, выполняя чью-то задачу и находясь в фарватере чьей-то идеи, ты не можешь претендовать на субъектность. Безусловно, это столкновение планов. Безусловно, мы получим какое-то третье число в
в столкновении чисел первых, вторых и четвертых. То есть будет нечто среднее. Но я бы, например, больше думал о том, что народ Украины, пройдя через такие испытания, через переучреждения, получит расчищенную площадку. То есть то, что мы получили 30 лет назад, мы успешно просрали. Выстроить национальную идею, близкую для всех регионов, не смогли. Диверсифицироваться согласно требованиям развития мировой экономики не сумели. И даже минимально наладить мир в своем собственном доме тоже не сумели. То есть национальная идея не сформирована. А та, которую пытаются выдать за национальную, она является узко-националистической идеей, причем одного или двух регионов, что не может формировать общую повестку, общую идею. То есть мы, как одно из самых молодых государств в Европе, свой первый тест провалили, но это дает возможность, каждое поражение – это ступенька к победе. Поэтому, пройдя через глобальное поражение, даже не столько в военном, сколько в общечеловеческом, философском смысле, мы имеем возможность на расчищенной площадке построить дом общими усилиями с фундаментом в виде справедливого социального договора, общей национальной идеи, спроектированной той интеллектуальной элитой, которая выработается в условиях выживания нации, или нации не будет, она будет ассимилирована, тут выбор небольшой. И когда этот дом будет построен, каждому будет дана возможность обустроить его внутри по собственному видению. Государство не будет лезть, рассказывать, в какой комнате кому покрасить, в какой цвет обои. Вот тогда у нас будет жизнеспособное государство со справедливым социальным договором. Оно не будет тотальным, оно даст возможность развития и безопасности гражданам. Хороший ответ на вопрос. Если задача все разрушить. Денис Неведомский был моим собеседником сегодня. Спасибо вам большое за время и мысли. Спасибо, Александр. Всего доброго, друзья. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь, если не подписаны. Напишите в комментариях, что думаете. Берегите себя и друг друга. Добра и света.